Здравствуйте, друзья! Сегодня я хотел вам рассказать о материалах для акварели. Что нужно, чтобы начать рисовать акварелью. Вы знаете, очень у многих при упоминании об акварельной вообще живописи возникает сразу ассоциация с школьными уроками рисования. Вот. Если честно, я бы вообще запретил школьные уроки рисования, потому что это рисование плохими кистями, плохими красками на отвратительной бумаге. Естественно, результат был у всех предсказуемо отвратительный, и поэтому, кроме негативных восприятий, все это дело ничего не вызывало. Вот. На самом деле это все не так. Акварельная живопись — это клево, это интересно, это хорошее времяпрепровождение, это отличные результаты. Вот. И я сегодня вам расскажу со своей точки зрения, что необходимо для того, чтобы начать рисовать акварелью. Сейчас огромное разнообразие всяких материалов в магазинах, поэтому, заходя в любой художественный магазин для художников, вы сталкиваетесь с огромным разнообразием всего, и глаза разбегаются, и непонятно, что нужно, что покупать, а что необходимо, а чего можно избежать. Вот. Ну, начнем с необходимых материалов, которые вам понадобятся. Значит, естественно, вам понадобится емкость для воды. Я так буду показывать. Вот. Непосредственно акварельные краски. Палитра. Для палитры я предлагаю брать обычную фарфоровую белую тарелку. Лучше палитры вы не придумаете. Краска не впитывается, вы легко размешали, легко смыли. Вот самая лучшая палитра — это обычная фарфоровая тарелка, которых полно. Вот. Значит, начнем с красок. Какие краски хорошие, какие краски плохие, какие нужно покупать, какие нельзя. Значит, смотрите, краски есть профессиональные и есть непрофессиональные, да? Если вы хотите получать удовольствие от процесса, не пожалейте, купите сразу профессиональные краски. Из наших производителей, самый, наверное, популярный — это ленинградская Невская палитра, ленинградская акварель. Цена-качество, я считаю, не почтите, что это какая-то реклама. Любой иностранный производитель, они ничуть не хуже. Просто это будет немножко дороже по цене. Ну, скажем так, не немножко, а это значительно дороже по цене. Вот, поэтому, если вы в России, то выбор очевиден. Если, в принципе, любая профессиональная акварель вся хороша. Любого производителя. Будь это европейский, американский. То есть здесь нет какого-то конкретного совета. То есть любая профессиональная краска, она будет хороша. Какие наборы купить? В принципе, есть стандартные наборы. 12 там цветов, 16, 24, 32. И можно купить потом краски по отдельности. Что бы я посоветовал? Здесь есть два пути. Первый путь — это купить минимальный набор и потом докупать по мере необходимости. Вы сами поймете, что вам нужно в процессе рисования. Вот. Либо сразу, скажем так, разориться на все деньги, купить большой набор, самый большой, который есть, и потом по мере необходимости исключать из него лишние краски. То есть вы выберете сами, что вам ближе. Да? У каждого художника есть свое предпочтение по цветам, у каждого. Поэтому в процессе рисования вы сами поймете, какие цвета вам нужны, а какие вы практически не используете. Вот. И поэтому, я бы, наверное, все-таки, если бы я начинал, то я бы купил минимальный набор и потом добавлял. Вот. Потому что, когда у вас у новичка сразу большая палитра, много цветов, глаза разбегаются, там 4 вида зеленых, 4 вида синих, 4 вида желтых, непонятно, чем они отличаются, и полная каша в голове. Вот. Но если я сейчас буду вдаваться в подробности по краскам,
и конкретно, да, по каждому из материалов, то это видео затянется на несколько часов. Вот, поэтому давайте, я хотел как бы сжатую информацию сейчас вам дать, чтобы было понятно, с чего начинать. Вот, поэтому просто для себя решите и купите, если денег хватает, ну, купите большой набор. Если нет, то купите, скажем так, маленький. Этого будет достаточно, потому что смешением цветов можно, на самом деле, 2-3 красками можно, ну, практически, если вы знаете, то в телевизоре там всего, по-моему, 3 пикселя, ну, 3 цвета, да, которые дают вам полную картинку вообще всех цветов. Вот, смешивая эти цвета, вы получите любые. То же самое с красками. В процессе работы вы поймете, что можно смешивать, что нельзя. Опять же, для этого есть тарелка. Можете пользоваться цветовыми кругами, чтобы посмотреть, какие цвета сочетаются друг с другом, какие нет. Вот. Но, в принципе, я всегда говорю, я интуитивно, я разбавлял на тарелке 2 краски, смотрел, у меня грязь получается или красивый цвет. Если вы смешали на тарелке, если вам цвет понравился, то, ради бога, можно дальше продолжать. По краскам, наверное, все. Дальше. Кисточки. Кисточек много не бывает. Вот я покажу, это как бы малая толика. У меня так еще тут 2 таких или 3 стакана кистей. Вот, значит, какие кисточки, минимальное количество кистей, которые, с моей точки зрения, вам понадобятся. Значит, это 6 кисточек. Давай, укрупни, пожалуйста. Значит, это флиц. Лучше брать, значит, кисточки есть синтетические, самые популярные синтетика, белящие и колонок. Вот, вот это флейц из козы. Значит, чем плохие кисточки натуральные, из них лезет ворс. Лезет ворс, и когда вы начинаете рисовать, то вот эти волосинки, они остаются, вот даже я сейчас вот ее подергал, и вот эти вот волос, он остается на бумаге, что очень нервирует. Вот, значит, поэтому синтетические кисти так не лезут, но синтетические кисти не берут в себя столько воды, а все-таки, когда мы рисуем акварелью, то понадобится, естественно, это все основано на воде, поэтому чем кисточка больше берет в себе воды, тем лучше. Вот, значит, понадобится такой флейц, понадобится, ну, лучше купить, наверное, белочку, 8 либо 10 номер, обычная круглая беличья кисть. Вот, понадобится жесткая вот такая верная кисть из щетины. В принципе, можно любой номер брать. Вот. Понадобится кисточка 3 либо 4 колонок. Вот, и мне нравится колонок, значит, как выбрать хорошую колонковую кисточку. Ворс должен быть длинным, и про намачивание у вас должен быть очень тонкий, хороший кончик. Вот, в принципе, главное требование. Я никогда не заказываю кисти по интернету, то есть я всегда покупаю, я смотрю в магазине, еще раз, значит, длинный ворс и тоненький, хороший, аккуратный кончик. Колоночек, синтетика 1 номер для прорисовывания мелких деталей. И вот такие вот есть кисточки, линеры называются. Они могут быть синтетика, может быть колонок, может быть белка, без разницы. Это кисть тонкая с очень длинным ворсом. Для прорисовывания каких-то вот проводов. Вот. По производителям кистей. Значит, смотрите. Я не сторонник покупать дорогие кисти, потому что поймите правильно, что ворс, если кисточка колонковая, да, допустим, или белка, у вас неважно будет дорогая кисточка или дешевая, бумага очень абразивный инструмент. И со временем, чем больше вы рисуете, тем кисть больше изнашивается. В чем это проявляется? То есть у вас истирается кончик кисточки, и она не перестает быть, кончик перестает быть остреньким. Как бы так вот, если грубо объяснять. И потом, если вам нужно прорисовать кисточкой какие-то мелкие детали, то у вас, ну понятно, когда становится как лопата, я могу сейчас показать старые кисти. Ну вот, чтобы было видно просто, да.
Вот эта кисточка очень старая. Она вот когда-то она была, если она была вот такой же формы. Вот сейчас она уже старая, и, соответственно, она, видите, вот такая вот. То есть, вот эти маленькие кисточки, они точно так же со временем изнашиваются. И если ее намочить, то она такая же вот у вас, не будет острого кончика. Вот, значит, поэтому, в принципе, есть просто хорошие кисточки и плохие. Ну, понятно, что дорогие кисточки, они, как правило, все хорошие. Но я просто сейчас не хочу вдаваться в бренды, да. Приходите в художественный магазин и смотрите, если одна и та же кисточка может стоить 500 рублей, а может стоить там 3000. Вот. Но поверьте мне, и за 500 рублей, и за 3000 она износится одинаково быстро. Потому что ворс, что в 3000, что в 500 рублей, он одинаковый. Поэтому чудес не бывает. И ну, кисть это расходный материал. Вот минимальное количество, но в процессе работы вы поймете, что вам нужно докупить. У меня, не знаю, несколько сотен, наверное, этих кистей, но каждый раз, приходя в магазин, я все равно что-то докупаю. Вот. По кисточкам вроде как бы разобрались, да? Значит, что вам еще понадобится для акварельной живописи? Салфетки мягкие. Можешь сделать, значит, мягкие салфетки для промакивания. Вот. Да, по краскам еще хотел пройтись. По краскам. Значит, есть краски в кюветах. В кюветах это вот в таких вот штучках. А есть в тюбиках. Значит, чем отличается краска в кювете от краски в тюбиках? Просто в кювете она более, скажем так, сухая, а в тюбике она более жидкая. Вот. Значит, по наполнителям, по пигментам, то есть по качеству, они абсолютно идентичны. Что в тюбиках, что и в кюветах. Для начинающих я бы посоветовал покупать в кюветах, так как это удобно и это, скажем так, более экономно. Потому что в тюбике вы покупаете, вам ее надо куда-то выдавить. Вот. Для тюбиков вот существует сейчас вообще, вот я пользуюсь вот такой вот своей палитрой. Вот такая раскладная палитра. Вот. То есть здесь она сразу и как палитра идет, и я сюда просто докупаю. Вот, собственно говоря, цвета, которые я использую и с чем я рисую. Очень удобно для пленеров, то есть для живописи на улице. Да, она складывается, моется. Вот. И вот эта штука очень удобна. Они есть тоже, разные производители делают такие кюветы, планшеты, не знаю, как правильно назвать, такие вот наборчики. Вот. И вы потом просто из тюбика по мере убывания вы сюда выжимаете нужную вам краску. Вот и все. Не рекомендую новичкам покупать такие штуки, потому что пока вы не определитесь с количеством цветов и с теми красками, которые вам действительно необходимы в процессе работы, вы рискуете купить либо слишком мало, либо слишком много вот этих вот кюветов. Поэтому сначала порисуйте там год-два, определитесь, какие цвета вам реально нужны. А после этого уже можно купить вот такую вот штуку. Очень удобно. Вот, значит, еще вам понадобится маскировочная жидкость. Что это такое? Это специальный латекс, который наносится на сухую чистую бумагу. То есть вы сделали набросок. И те детали, которые вы хотите, чтобы остались белыми, чтобы не использовать белила, потому что белила это no, это только можно точечно в конце работы какие-то блики добавить. Вот. Но вот, то есть, вот эти жидкости, маскировочная жидкость это называется, их выпускает куча производителей, есть получше, есть похуже, в принципе они плюс-минус все одинаковые. Вот, значит, вот эта жидкость наносится, я ее наношу ресфедером. Вот такая вот штучка. Да, вот, то есть, крутя вот это вот колесико, видно, да? Вот это вот расстояние, оно увеличивается либо уменьшается. И поэтому, когда вы набираете вот эту жидкость ресфедером, да,
то вы можете вот этим крутя вот это колесико, регулировать толщину линии, которую вы будете наносить. Можно сделать прям ее совсем тонкую, прям как волос, там буквально там доли миллиметра. Можно сделать потолще. Вот. И хотите по линейке, хотите от руки, вы можете наносить вот эти вот. То есть сделали набросок на листе бумаги, нанесли эту жидкость, подождали, пока она высохнет, и потом начинаете рисовать. После того, как вы нарисовали, ждете, пока бумага как следует высохнет. Из хорошо просушенной бумаги просто обычной рукой, либо ластиком удаляется эта жидкость, и там, где она была нанесена, у вас остается на листе белые пятна, которые можно потом докрашивать, можно оставить так. То есть это очень помогает в работе вот эта вот штука. Вот. Еще вам понадобится, значит, планшет. Что такое планшет? Значит, планшет — это, я вот рекомендую на любом строительном рынке купить вот такой вот лист органического стекла, либо это может быть любой пластик. На худой конец это может быть даже ламинированный кусок ДСП. Ну, желательно, чтобы он был легким. Вот. И желательно, чтобы он сильно не гнулся. Вот, в принципе, вот это вот где-то троечка, наверное, стекло. Но это вот минимальная толщина, которая может быть. Вот. Для чего он нужен, да? Для того, чтобы закрепить на нем лист бумаги. Бумагу мы закрепляем обычным малярным скотчем. То есть, как мы это делаем? Берем просто лист бумаги, кладем на планшет и скотчем по периметру закрепляем. Значит, для чего это нужно и что нам это дает? Во-первых, в дальнейших своих видео я расскажу, как делать ровные заливки. Во-первых, когда вы крепите лист, он у вас крепится по периметру, и бумага не так коробится. Любая бумага, она коробится. Вот. Поэтому, когда вы по периметру закрепили скотчем, аккуратненько, да, она все-таки не так у вас начинает волниться. Вот. Второе, вы этот лист можете вертеть как хотите, вместе со своим листом. Поэтому это важно. Это в процессе работы очень важно. Поэтому вот очень рекомендую пользоваться планшетом. Значит, вот у меня здесь уже есть планшет, да, с закрепленным листом, с небольшим наброском. То есть вот по периметру скотчем закреплен лист. При необходимости наносится маскировочная жидкость вот на этой стадии. Потом начинаем делать заливки, рисовать. Вот. Теперь самый важный момент про бумагу. Но на самом деле я быстренько пробегусь по бумаге, потому что очень много видео по этому уже снято. Я не буду, чтобы не повторяться, да, это очень долгий разговор, и здесь очень много нюансов, и про бумагу можно рассказывать бесконечно долго. Значит, готовьтесь к тому, что это самый дорогой расходник. Хорошая бумага стоит очень дорого. Значит, как продается бумага? Значит, бумага продается, самое популярное, это склейка. Склейка и вот такие вот альбомы. Значит, как они выглядят, да? Вот если посмотреть, то бумага по периметру проклеена специальным составом, иногда даже еще есть армированная сетка. Значит, склейка удобна тем, что можно не пользоваться планшетом. Фактически вы, даже если вы полностью намочите лист, то есть это склеенные между собой много листов бумаги. Вот. Вот здесь специальный уголок оставляют. Бывает он где-то вот посередочке, бывает вот здесь вот с края, вот видите, и все. А дальше она проклеена. Вот. То есть когда вы намочите, можно вместо планшета использовать очень удобно, особенно на пленерах, вот эту вот склейку. Да? Когда вы намочили лист, то он не коробится, так как он приклеен по периметру. Вот. Его очень удобно рисовать. После того, как вы нарисовали, просто ножом аккуратно вот так вот и отделяете. Видно, да? Все, и лист потом отходит от этой склейки. Вот что такое склейки. Они есть разного размера, есть маленькие, есть побольше, есть поменьше. То есть выберите для себя
размер, который вам удобен. Можно, значит, есть просто в альбомах. Вот, ну, как бы, вот я когда столкнулся первый раз с клейкой, что такое склейка, с чем ее едят, непонятно. Значит, склейка. Потом, стандартный лист бумаги, акварельный. Это вот полный лист, вот такой вот, 56 на 76. Можно купить вот такими вот листами. Значит, вот я предпочитаю покупать вот такими листами, потом режу под нужный размер, который мне нужно. Хотите вдоль, хотите поперек. Вот, то есть это, ну, это и выгоднее, и это самый лучший вариант. Значит, вот это полный лист, да, который мы можем разрезать. Вот. Еще бумага продается вот в таких вот рулонах. Вот, но это уже совсем профессиональный вариант. Это используется в основном, если вы хотите получить работу большого размера. То есть он идет 1,17 м в длину, то есть в ширину, и, как правило, рулоны по 10 метров. Вот. Если вы хотите получить большой размер бумаги, но это, соответственно, нужен огромный планшет. Как правило, это делается, вот как холст на подрамнике натягивается для масляной живописи. Точно так же натягивается бумага. Но это уже история для больших размеров, для профессиональных. Я думаю, вам это не интересно для начинающих. Вот. Ну, просто я так показать, чтобы вы знали, что есть такая вот штука. Значит, бумага бывает целлюлозная и хлопковая. В чем отличие дешевой бумаги и дорогой? Да? Значит, как правило, хлопковая бумага, она дороже, чем целлюлоза. Чем хороша хлопковая бумага и чем хороша целлюлоза? Чем вообще они отличаются? Ну, я очень коротко постараюсь, крайне сжато, и чтобы вы просто понимали на начальной стадии. Значит, хлопковая бумага, она хорошо держит слои. Что это такое? Значит, у нас у всех представление, что мы акварель нарисовали на бумаге, потом намочили водой, и, ну, когда у нас вот, что-то нарисовали, набросок сделали, да, намочили водой, у нас вода все смыла. В принципе, это так и есть на целлюлозной бумаге. Потому что краска не впитывается в бумагу. И при повторном намачивании вода смывает краску с листа. Вот. Чем хороша целлюлозная бумага? Значит, любая бумага подъедает цвет. Что это такое? Вот вы когда на пляже сидите, камушек намочили, да, то мокрый камушек, он красивый. Он яркий такой, он высох, и краски все поблекли. То же самое получается с акварельными красками на листе бумаги. Она высыхает, бумага впитывает в себя какую-то часть пигмента, и краска блекнет. Целлюлозная бумага не так съедает цвет. Любая бумага подъедает 15, 20, 30% пигмента. Поэтому всегда, набирая, я всегда говорю вот своим, скажем так, ученикам, когда вы набираете, вы представляете примерно, какой вы цвет хотите, да? Добавьте чуть-чуть больше пигмента, чтобы при высыхании у вас как раз вот бумага съела 20%, а получился цвет тот, который вы хотели. Всегда это учитывайте. Вот. Целлюлозная бумага не так съедает цвет, как хлопковая. Вот. Но в любой целлюлозной бумаге есть такое вещество, лигнин называется. Это такое вещество. В оберточной бумаге лигнина много, поэтому она изначально желтая. А в обычной бумаге его мало. Вот. Но со временем, почему бумага желтеет? Вот из-за этого вещества. Поэтому, ну, сейчас научились как-то вроде бы избегать, но я думаю, что чудес не бывает. И все равно, если вы хотите, чтобы у вас работа прослужила, ну, после того, как вы нарисуете, куда-то повесили, и она у вас смотрелась долго, многие годы, вот, то с целлюлозной бумагой здесь могут быть проблемы. Она может пожелтеть, соответственно, у вас все цвета, которые на этой бумаге, они поблекнут. Вот. Но она не такая дорогая. Хлопковая бумага очень дорогая, реально очень дорогая. Вот такая вот склейка из 20 листов, ну я не знаю, более-менее сейчас нормального производителя, ну, может стоить и 5, и 6 тысяч. Вот, сразу там не пугайтесь. Но можно найти, конечно, попроще. Вот, куча производителей. Начните с бумаги попроще. По мере того, как вы будете набираться опыта, вы поймете. Значит, хлопковая бумага, в ней нет лигнина, она со временем не желтеет. И она очень хорошо держит слои. Что такое держит слои? Когда вы нанесли первый слой, он впитывается в бумагу, и при намачивании он уже не смывается.
Поэтому, если вы хотите вот многослойную технику освоить, да, то вам нужен только хлопок. То есть вы наносите послойно. Вот что такое лессировки? Лессировки — это послойное нанесение краски. Одна краска просвечивает через другую, и у вас получается просто сногсшибательные эффекты. Поэтому это можно сделать только на хлопковой бумаге. Какая-то бумага хорошо держит слои, какая-то не очень. То есть в процессе работы, опять же, я не хочу сейчас рекламировать конкретные бренды. У меня есть какие-то любимые. Вот. Но это, если вам уже будет интересно, я потом, скажем так, в каких-то комментариях скажу, на какой бумаге я рисую. Значит, бумага отличается плотностью, чем самая популярная 300 грамм на метр. 300 грамм на метр, вот у меня как раз вот 300-граммовая бумага, она такая больше похожа уже на такой, скажем так, тонкий картон, она достаточно плотная, вот, и, соответственно, при намачивании ее не так ведет, и когда она высыхает, она снова становится идеально ровной. Поэтому вот... Ну, бывает больше плотность, но, соответственно, здесь уже просто вот цена-качество. Чем меньше плотность, тем она тоньше, чем меньше грамм, чем больше грамм, тем она, соответственно, плотнее. Вот. Идеально это 300 грамм. Я понимаю, что когда вы познакомитесь с ценами в художественном магазине на эту бумагу, у вас глаза на лоб полезут. Но, к сожалению, селяви хорошее, оно всегда дорого. Вот. Поэтому картиночка по бумаге вот так вот. Есть куча видео, где прям детально рассмотрено по брендам, уже более, скажем так, основательно рассказано по каждому виду бумаги. Но я вот так вот быстро пробежал. То есть вот для начала вот этого, то, что я рассказал, должно, мне кажется, этой информации должно хватить. Все, спасибо за внимание. Рад, что если чем-то вам помог.